жизнь не ломается резко. Просто она становится все тяжелее для движения привычным маршрутом. Ты идешь, достигаешь, думаешь, что делаешь правильно. Но в какой-то момент понимаешь, дальше этим путем уже не пройти. Я специально начал этот ролик здесь, потому что иногда принятие решения выглядит именно так. Ты не знаешь всех деталей, ты не знаешь, сколько у тебя займет это времени, но ты точно понимаешь, назад ты уже не вернешься. Я хочу начать не с переезда в Европу и даже не с эмиграции. Я хочу начать с момента, когда стало понятно, что жить дальше, как раньше, просто не получится. До 2022 года у нас с семьей была абсолютно нормальная жизнь. Киев, свой дом, работа, любимая собака. Это не была идеальная картинка. Это была жизнь в понятной системе координат, где ты строишь планы, работаешь, развиваешься и чувствуешь, что ты контролируешь свою жизнь. Да, были сложности, как у всех. Но это сложности, которые решаешь ты, а не сложности, которые решают тебя. А потом случилось то, что изменило жизнь всей страны. События 22 года разделили людей на правых и виноватых, на тех, кто принимал решения в разных условиях. Кто-то уехал сразу, кто-то уехал позже, кто-то решил остаться. Мы с семьей остались. Не потому, что было спокойно, и не потому, что не было страха, а потому, что мы решили попробовать просто построить жизнь в новых реалиях, попробовать адаптироваться и сохранить нормальную жизнь, насколько это возможно. Это был осознанный выбор. Тяжелый, но взрослый. Первое время слетело почти все. Рабочие контракты, заказы, финансовые планы. При этом ответственность за семью никуда не делась. И вот это, пожалуй, самое сложное состояние, когда привычная система рушится, а обязательства остаются. Мы не уехали, мы адаптировались. Искали новые форматы работы, новые источники дохода, новые решения. Со временем начало получаться, появилась новая работа, новые заказы, новый ритм жизни. И возникло ощущение, что даже в условиях нестабильности жизнь снова начинает выравниваться. Не потому что стало легко, а потому что мы научились в этом жить. И именно в этот момент произошло то, что для меня стало точкой перелома. Меня задержали, при том, что с документами у меня было все в порядке. Это было неправомерное задержание. Я не буду уходить в детали, это не тот разговор и это не тот формат. Скажу коротко, мне удалось оттуда выйти, но с постановой в руках. И именно с этого момента начался период неопределенной правовой жесткости. Дальше было то, что редко кто показывает со стороны. Адвокаты, юристы, суды, консультации. Огромное количество денег, огромное количество сил, огромное количество нервов. Мы не отпускали ситуацию, мы боролись до последнего. Потом розыск, арест банковских счетов, начало судебных процессов. И в какой-то момент юрист сказал фразу, после которой думать начинаешь совсем иначе. Вам стоит рассмотреть другие варианты. И вот здесь я впервые по-настоящему остановился. Не испугался, не запаниковал, а просто честно посмотрел на свою ситуацию. Можно было продолжать борьбу долго, дорого, без гарантий. Можно было ждать, что все как-то само решится. А можно было признать одну простую вещь. В этих условиях я перестал контролировать свою жизнь. И тогда я нашел для себя единственный вариант, который позволял вернуть контроль. Это была миграция. И это было не эмоциональное решение. Взрослое, обдуманное, взвешенное. Это была вынужденная миграция семьи как способ защитить близких, сохранить работу и начать новый этап жизни за границей. Это было взрослое понимание, если ты хочешь сохранить будущее, иногда нужно менять среду. Иногда, чтобы продолжить путь, нужно выйти с точки, с которой ты понимаешь, что выхода больше нет. Спустя время розыск был снят.
Суд признал, что действия ТЦК были неправомерны. Но важно не только это. Важно, через что пришлось пройти до этого момента. Но об этом уже в следующих видео. И этот путь привел меня сюда, в Центральную Европу. И следующим шагом стала Словакия, а точнее Братислава. Почему именно она? Как проходил переезд? Вы все это увидите в следующих видео. А на этом сегодня все. Спасибо.